22 мая. Самый последний день. Самый печальный день. Очень не хочется уезжать. Вот вытащил уже Вершу. Тут ее спрячу. Верша путешественница. Провела зиму на острове. Ну, кстати, покажу, как выглядит у меня внутри палатки. Вот тут вещи лежат. Дикое количество комаров. Тоже кое-какие продукты. Вот. Герма. Это у меня как подушка. Вот в той шапочке я сплю. Это вот этот конденсатник. Это, вкладыш в спальник. Вот, собственно, коврик. Здесь вот электроника в этой герме лежит. Ничего особенного. Тут вот и сплю. Хорошо. Высыпаюсь. Здесь всякие вещи. Вот рюкзак, да... что тут? Мешки всякие лежат. Тележка. Вот дождь был. А сейчас солнце. Вот сколько тут мошки, комаров, кошмар. А вот снаружи гусеница, наверное, вот это вот. Сейчас посмотрим. Ну да, так и есть. Гусеница. Палатка выше всяких похвал. Такой ветер выдержала, просто ураган, буря тут была. Дождь был, хлестал. Ой. Внутри супер комфорт. В общем, палатка это... Ни разу я не пожалел, что у меня такая палатка. Ну и именно с такой вот маленькой внутрянкой. У меня есть две внутрянки. Вот такая и полноразмерная. Вот мне больше понравилось с такой маленькой. Потому что это и печь тут удобно использовать. Внутри палатки я в начальном этапе похода так и делал. И какие-то вещи хранить, чтобы сразу раз так, там чистая зона, а здесь более грязная. Тут из продуктов у меня осталось только чеснок. Там немного гречки, макароны. В общем, я бы неделю еще прожил бы тут с тем, что у меня есть. У меня еще горох пачка. Вот сейчас хотя бы солнце вышло. Пусть подзаряется. Самый главный фонарь Powerbank. Вот все мое тут имущество. Пилы, мачете. Вот оно все стоит. Накомарник, тут всякая посуда. Костер тлел всю ночь. Я утром сложил. Вот и сейчас сложу. Вот так вот. Пусть еще горит. Радио. Mis en concurrence entre eux. Vous devez également être vigilant sur les modalités de résiliation d'un mandat, en plus des conditions de forme. Vous aurez également un délai de préavis. Сохнет спальник. Les mandats exclusifs peuvent intervenir de procéder par vous-même après la révocation du mandat à une vente indirecte. Ну и вид, конечно, тут потрясный. Как всегда, вид потрясный. Сплавал, сейчас половил рыбу. Ничего, ни на вершу, ни на спиннинг. Ничего. Один раз прям возле лодки кто-то клюнул, судя по всему, щука. Потому что такая, мощный такой удар был, всплеск. Но не зацепилась. Она как-то рядом с воблером там схватила. Вот лодка.
И вот вода явно убывает, все труднее и труднее отсюда отчаливать и приставать. Наверное, полметра на метр. Не знаю, так немного ушла она. Ну вот, здесь такая пристань. Вот я туда ее оттягиваю, лодку, там уже сажусь. И вот такое небо. Как бы дождя не было. Столько облаков, тучи все эти. Не хочется. Здесь вот видел какого-то зверя, наверное, бобра. Здесь вот он булькал. А ночью они вовсю начинают и булькать, и звуки какие-то издают. Вот буду сейчас уже постепенно собираться и выбираться, короче, отсюда. Тоже отдельная задача. Очень непростая задача. Соловьи поют всю ночь. Хорошо, было очень хорошо. И с очень тяжелым сердцем покидаю я это место. С очень тяжелым. Как подумаешь о том, что ждет там, так и прям жить не хочется. На солнце 24,5 градуса. Что-то там про Иерусалим передают. По-французски балакают. 19 метров. Хороший приемник. Лучше, чем 808 модель. Более продвинутый, с подсветкой. Посмотрим, что там с ландышами делается. Эх. Эх, эх, эх. Не почувствую этот запах. Вот чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть. Буквально 2-3 дня, может быть. 2-3 дня. А их у меня нет. Эх, самое дорогое, нет времени. Вспоминал, что 30 лет назад я поступил в институт. Как подумал, понял это. И прям жутко стало, жутко. Надо вот так сделать, чтобы сохло. Силиконовая ткань. Жутко стало. 30 лет. То есть 30 лет назад, по сути, кончилось мое детство. А сейчас уже кончилась и молодость. И это так вообще удручает. Да еще как подумаешь, что впереди ждет. Мало того, что старость, она ужасна сама по себе, так еще и обстоятельства какие. Стараюсь, конечно, не думать об этом, потому что все-таки в походе надо о чем-то приятном думать. Но не могу никак от мыслей плохих отойти. Вчера какие-то огни были яркие в той стороне. Что такое? Я вытащил трубу, даже среди ночи смотрел. Ну, скорее всего, машина, потому что, когда я посмотрел в трубу, увидел один яркий огонек, а другой рядом чуть послабее. То есть, может, под углом стояла машина где-то там. И с яркими этими фарами шарашила. Ну, конечно, расстояние 4,5 километра, это какие фары. И прям был яркий свет. Потом он выключился. Не знаю, что это. Но это явно не НЛО, не какое-то техногенное что-то. Люди там делали. Вот последние часы, можно сказать, вот этого счастья походного, счастья жизни на природе. Вот в такой красоте, в лесу, рядом с родником. И потом будет ужас. Когда все это понимаешь, очень-очень грустно. Но что делать? Радоваться надо тому, что есть. Пойду отпилю сейчас, наверное, еще бревно. Надо ж напилиться всласть. Вот хороший инструмент, он и работать им приятно. Ножом острым хорошо резать.
пилой качественной хорошо пилить, приемником хорошим хорошо ловить, трубой хорошей хорошо смотреть, в спальнике хорошем хорошо спать и так далее, тому подобное. Пережил вчера бурю, шторм, дождь. И теперь вот так. Что ж, пускай так запомнится. Это время весеннее, весна 23-го года, 2023 года. Комар бьет немилосердно. Пришлось накомарник использовать. Вот решил капустку приготовить. Всю оставшуюся. О, запашок-то идет капустный. Она сейчас там уляжется. Утушится. Ну, конечно, потери, конечно, какие-то есть. Вот она уже уменьшается. Весь качан порезал. Вот почему нужен острый нож. Вжик, вжик, вжик. И дело сделано. Но с таким камушком точильным, как у меня есть, это, в принципе, не проблема. 800 грит камень. Самое оно. Ну, может, конечно, лучше было бы 1000, а может и больше, чтобы вообще был там супер острейший. Но этого достаточно. Вот. Сейчас я сюда... Вон она уже усаживается. Весь качан. Ну, там листья не очень хорошие были. Чайник один вскипел. Сейчас на таком слабом огоньке. Сейчас сюда подбавлю приправ. Ну, в первую очередь перец, конечно же. Красный. Капуста дружит с красным перцем. Очень даже. Это что тут у нас? Шри-ланкийская смесь карри. Это тоже туда пойдет хорошо. Что еще? Еще? Ага, вот масло сливочное еще надо. Где же соль? Не вижу соль. Ага. Вот соль. Кончается соль. Так, соль. Что еще туда пойдет? Черный перец.
Но это его надо раздавить. Раздавить. Сейчас раздавлю. Перец черный, свежемолотый. Так, еще туда, конечно, пойдет чеснок, лук. О, как она вот там оседает. Вкусное будет блюдо. Так я суп варил с нее. Ну а сейчас что, последний день, какой суп? Приготовлю уж тушеную капусту. А чтобы готовить такое, надо либо печь, либо костер в виде углей таких еле горящих. Иначе сгорит все. Там масло было на сковороде. Я вчера макароны обжаривал. Ну, еще у меня есть. Прибавлю потом чуть позже масло. Капуста, она очень полезна. Она, говорят, защищает от язвы. Витамины содержит специальные. Это лук. Лучка сразу добавить, пусть он там тоже с ней тушится. Французские повара как делают? Сначала луковицу пополам разрезают, а потом уже снимают шелуху. О, видно, какая острота. Острота офигенская. Твердая сталь, точить ее непросто, но раз наточишь, она очень острая. Я вот даже палец порезал себя, когда картошку чистил, неаккуратно там повернул как-то и разрезал. Даже не сразу почувствовал, такая вот острота. Ну, как бритва приблизительно он. Я уж не буду показывать, но он бреет волоски запросто. Надо обращаться с аккуратностью, с осторожностью, с такими инструментами. А вот туда лучок пойдет, чтобы вкуснее было. Да и чеснок я потом принесу, добавлю ближе уже к концу приготовления. Вот, капуста всем рекомендую. Если водный поход, берите с собой капусту. Потому что не на себе тащить, лодка повезет. Но зато удовольствие, сытность, польза. Готовить несложно. И вариантов много блюд. Можно его так потушить. Можно суп сварить. Морковь в этот раз я не брал. Ну, в принципе, и не жалею об этом. Нафиг она нужна. Вот свеклу можно было взять, отварить ее, да с чесноком. Вот хорошее блюдо, вареная свекла с чесноком и с вареным яйцом. Ой, это прям шикардос. Но в этот раз я не делал. О, как она была выше сковороды, а уже вон осела. Тут надо следить, чтобы она не пригорела там внизу. Зато капустки поем. Рыба сегодня была поклевка. Рыбы
прям возле лодки, такой оп, но мимо, прям я видел, она мимо этого воблера, то есть она промахнулась. На ее же счастье. Вот так и подумаешь, что лучше, попасть или промахнуться. Как песня есть, тот, который не стрелял. Ну да ладно. А те щуки, что попали, не промахнулись, они уже не плавают. Иранское радио работает. Ох, какое приятное. Люблю я его. Но у него какие-то часы работы на определенных волнах там. А вчера опять концерт слушал, польское радио 225 килогерц. Я думаю, вот был бы я каким-то олигархом, ну вот как Мильнер есть такой, Юрий Мильнер, он к Альфе Центавре хочет послать какие-то там зонды. 100 миллионов долларов дал разработчикам. Я бы на его месте этим не занимался. А построил бы длинноволновую и коротковолновую станции для путешественников, чтобы там передавалась музыка, концерты, какие-нибудь передачи там про Вселенную, чтобы люди вот так вот, оказавшись где-то вдалеке от населенных пунктов, где ничего не ловится, связи нет, включили приемничек вечерком возле костерка и послушали образовательные программы, хорошую музыку. И добрым словом бы вспомнили мецената. Но как бы я не миллиардер и никогда им не буду. Так что вот идею дарю тем, кто сейчас миллиардеры. Сделайте хорошую длинноволновую, средневолновую станцию, чтобы во всем мире можно было слушать. Это будет гуманитарный проект, полезный проект. Можно там ДРМ, еще что-то, какие-то цифровые форматы. Вот, в общем, 100 миллионов долларов, я думаю, хватит вполне. А к Альфе Центавра успеем, слетаем. Другие будут физические принципы, какая-нибудь нуль-транспортировка. Может, не к Альфе Центавра. На Андромеду будем в отпуск ездить. На одну из сотни триллионов там планет. Каждому по планете. Кому с чужими, кому райскую какую-нибудь. С феями там, не знаю, с чем угодно. Эх, но мы не доживем. А вот радиостанцию можно было построить. Или, небось, у нас есть какие-нибудь выкупить, да обновить ее, оснастить оборудованием. Но ведь везде увидят какую-то пропаганду, политику, запретят. Ведь у нас даже еще до революции, когда только первые опыты с радио были, всех этих радиолюбителей сажали в кутузку, потому что думали, что они то английские, то немецкие там шпионы. В общем, это никогда не кончалось. Хорошо Попова не посадили. Ну да ладно. Буду капусту жарить. Тушить точнее. На медленном огне. И мечтать про длинноволновую радиостанцию где-нибудь в Новой Зеландии расположенную. Вещающую на весь мир, передающую интересную музыку и программы про космос. Или про каких-нибудь исторических деятелей. Ой, прям уж куда залез комар. Там про Сократа рассуждения, сократические вопросы там обсуждались, чтобы... Ну, такой вот. Да. Вот. Но не будет этого. Наверное. О, какой дятел. Стучал дятел. Да и спятил. С красной головой, здоровый он. Может, это и есть желна, кто знает. Опа.
трубу смотрел на него. Он еще такой прилетел, запищал, громкий такой звук. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. И на дерево, и давай долбить. А звук как хорошим молотком удар. Но дятел этот раза в 2 больше вороны такой. Солидный такой дятел. Вот я начал собираться. Пилу разобрал. Печальное занятие. Как приятно ее собирать и как грустно ее разбирать. Вот жгу бревно, второе положил. Так заполыхало, что пришлось тушить. Но я думаю, куда мне такой огонь дикий? Аж черный дым, как от покрышек все равно. Ну, канифоль, там вся эта смола горит. Очень старое бревно, такое аж позеленевшее. Одна смола. Все остальное там, видимо, разложилось почти что, а смолы много. И как заполыхало, такой огонь. Это вот был случай, я положил пенек, там нашел в лесу. И, в общем, тоже полыхало, как будто туда керосина плеснули. Сейчас покажу, сколько я сжег сосны. Вот от нее путь. Тащил, волочил веревкой. Вот, волочил тут. Мультиспорт производил. Вот, значит, пенек этой сосны. Ну, как бы, чтобы понять размеры, вот положу спички. Ну вот, в общем, вот такой диаметр был этой сосны. Ну, сколько? 30, наверное, 35 сантиметров, типа того. Вот. И вот она тут лежала. Будем считать шаги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Вон там, кстати, экскременты какого-то животного. Не знаю уж чьи. Может, специалисты подскажут, кто так ходит. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 20 шагов сжег. Но это значит где-то, ну, как минимум 10 метров. Ну, может, чуть побольше, там, 12-13 метров. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ну, еще 11 шагов остается вот эта верхушка, которую я не дожег. Мог бы дожечь вполне. Но я особо не фанател. Жег, сколько получится. А тут видно такие возвышенности какие-то. Пересеченная местность. Может быть, там, где окопы какие есть. Вообще, в принципе, тут они есть. Но я особо не искал. Я вот попытался найти захоронение, но не нашел. Вот так вот я делал. Подставлял сюда рычаг, нажимал, приподнимал, подпиливал снизу с помощью пилы-силки, а потом сверху пилил лучковый уже с удобством. И дальше тащил к костру. Вот. Так что 20 шагов сжег. Не сказать, что это особо толстая сосна, но она такая сухая, качественная была. В общем, хорошо очень горела вечерами. А днем я жег всякие пеньки, ну такое все гнилое, сырое, чтобы просто поддерживался там огонь. А такой уж сильный огонь, яркий, мощный, делал уже ближе к вечеру, и когда темнеет. Тогда его лучше смотреть и греться от него. Ну и вообще. Вот палатку сейчас тоже буду разбирать. Как же она мне помогла. Выдержала все, и бурю, и ливень. Заряжается тут павербанк. Плохо заряжается.
Палатка вроде как просохла. Вчера дождь был. Вроде просохла. А пыльцы на ней сколько было желтой. Теперь она только вот дождем-то в основном все смылось. И вот такой лес. Там я ходил рубить мачете ветки эти сосновые. Так все их и не сжег. Один раз порубал и все. Прощаюсь с тобой, лес, прощаюсь. Никто не знает, вернусь ли я когда-нибудь в жизни сюда. Сколько мне этой жизни осталось. Какая-то тропка. Туда тоже далеко никуда не ходил. Ну, в принципе, что ходить. Тут хорошо. Вот такая вот прекрасная поляна. Рыболовные снасти сейчас буду разбирать. Все, ловля завершена. 6 щук, 5 лещей, 1 окунь. Вот мой улов. Наверное, умелые рыболовы посмеются. Но я рад этому. Небо, которое становится ближе с каждым днем. Эх. Еще такой день прекрасный. Ландыша. Запах сосны вот этой, которая горит в костре. Канифольный, такой сильный. Это именно старая сосна дает. Видимо, там уже преобразуется как-то смола, и запах специфический. Вот я собираю вещи как? Расстилаю коврик и на нем начинаю собирать. Кстати, антенна моя, вот она, антенна лежит. Частично осталась там на дереве. Вот. Снимала, она оторвалась. Ну, 1,5 метра там провода. Теперь уж там надолго. И мотовильца эта картонная там останется надолго. Снять его оттуда, ну, разве что спилить дерево. Но этого, конечно, делать не стоит. Ландыши, так я и не увидел, как они цветут. Эх, так надеялся на это. Думал, вот увижу, как цветут ландыши. Понюхаю. Но нет, еще 2-3 дня. Бабочка. Очень хорошо. Вот эту ножку от миномета я прокалил и подвесил вот сюда, вот под ведро. Пусть висит, как память. Сейчас все соберу, погружу на лодку. Как еще отсюда отчалить, еще вопрос, потому что вода была, там мелко. Вон там что творится. Ну, как-нибудь отчалю, оттолкаюсь веслом. Вот почему надо алюминиевое весло. Пластиком будешь толкаться, можно и без весла остаться. А по весу они практически одинаковые. Ну и вот, опять цапля сейчас пролетела. Такие облака. Прощаюсь с вами, облака, прощаюсь. Эх. Хоть в памяти останьтесь. Большое небо. Огромный плес. Тут хорошо. Жил бы и жил тут. Ну вот судьба другая. Нет такой возможности. Ладно, что говорить.
Все это слова. Чувство не передать ими. Нет таких слов. Чтобы передать всю эту печаль. Вынужденность нашего существования. Принудительность. Да. Ну, хотя бы капелька счастья, хотя бы капелька. Чем мне это место понравилось? Во-первых, вот этой поляной. Такое просторное, открытое место. Второе, это, ну, может, даже и первое. Это великолепный вид на Плес. На огромный Плес. Там 4,5 километра ширина. Ну, к сожалению, он не на запад выходит, вид. Если бы на запад, это было бы вообще шикарно, чтобы закаты смотреть. Но все равно тоже очень красиво. И, ох, там все плещется, какие-то живности. Вот. И что еще очень важно, тут есть родник. Я не говорю про печь, это тоже такой приятный бонус. Но родник — это просто великолепно. Потому что в нем чистейшая, хорошая такая вода, вкуснейший чай. Ну, я даже не знаю, с чем сравнить. Просто наилучшего качества. Кстати, шри-ланкийский чай я брал с собой, но так и не открыл его. Все пил узбекский чай из Ташкента. Вот все эти дни пил его. Ну, по 2 раза в день где-то я заваривал. Пил. И еще даже чуть-чуть осталось. Хороший чай. Такой ароматный. На родниковой воде вообще прям нектар. На Селигерской тоже ничего, но там все-таки водоросли. И то и все, ух. А жуков-то сколько всяких разных. Вон, например. Такой вот. И других тоже полно. Жуков разных. Фонарь я зарядил. Осталось вот только павербанк, да телефон подзарядить. Солнце есть сейчас. 22 градуса. Температура, тепло. Хорошо. Радио послушал в волю. Особенно длинные волны по ночам. Польские передачи, концерты там всякие. Музыка. Лягу в спальнике такой. Закутаюсь там. Включу радио. И минут 15-20 послушаю. Как раз сон приходит. Потом выключаю. И спать. Какие-то сны я видел, но не запомнил. Что-то снилось, да. Ну так. Не было ничего, чтобы запомнилось, к сожалению. А может и к счастью, кто знает. Вот. Но здесь и сама жизнь дневная, как сон. Даже не верится. Я много раз себя ловил на мысли, что вот сейчас это происходит, но это так быстро пронесется и закончится. И потом я буду вспоминать это так же, как вспоминаю какие-нибудь сны. Было это, не было. Кто его знает. В общем, так вот. Ну, еще у меня будет вечер, завтрашний день. Ну, конечно, мучительный, с быстрой пересадкой. Там в Балагое надо полчаса быстренько нестись там по переходу с тяжеленным грузом. Ой. Ну ничего, я думаю, как-нибудь справлюсь. Главное выбраться отсюда. Вот надежда вся на лодку. На мою лодочку. По Крафт Иволга. — 22 мая 2023 года. Вечер. 7 час.
Я практически собрался. Да, все собрал. Все вещи собрал. Ничего не оставил. Ну, может быть, только часть какой-то души своей оставил тут. Светлый лес. Сейчас я уплываю. Но и перед этим необходимо затушить костер. Все эти дни я не тушил его водой. Вот использую для этого посудину. О как. Вот это да, эффект. Наверное, еще придется полить. Чтобы уж окончательно потушить. Но это уже дело 10. Все, уезжаю. Уезжаю. Кончился поход. Ну, еще выбираться, еще одну ночь, а тут буду ночевать где-то. А так все кончено. Очень грустно. Что впереди ждет, неизвестно. Прибыл я в промежуточный пункт. Деревня Хретень. Вон там далеко на горизонте видна Кроватынь. Вот тут все разобрал, лодку помыл и сушу. Завтра на моторке обещают меня перевезти туда, в Кроватынь. Потому что иначе я не выберусь. Деревня такая, как игрушечная. Домики маленькие. Но она практически не жилая. Это дачники приезжают. Очень много комаров. Видел зайца. Комаров просто дикое количество. Такие вот облака. Сейчас что-нибудь приготовлю поесть. Думаю, макароны оставшиеся сварю с чесноком. Что еще? Правда, у меня еще сыр там есть. Масло сливочное. Конфетки. Всякие такие хорошие вещи. Вот я это все поем. Сварю чай. И пойду спать. Не, ну, конечно, я посмотрю закат, потому что тут такая местность, что можно закат смотреть. А вот там вот какая-то дикая вырубка, и я там видел зайца сейчас. Вот чего тут. Такое тут творится. Вот там вот зайца я видел. Среди этих березок. Здоровый он такой. Когда тут рубили, что рубили. Ну вот такая вырубка. Стволы лежат. Наверное, можно избы строить. Может, еще что-нибудь. Там какой-то пригорок. Я эти бревна видел через трубу.
Не знаю, когда что рубили, явно не в этом году. Вот там вот палатка моя, с той стороны. Переночую тут. Ну, конечно, место такое своеобразное. Переночую и завтра уеду. Очень много комаров. Лезут вообще везде. Просто везде. Наверное, здесь ветром поломало, и остальное порубили. Я так думаю. На тот пригорок, конечно, интересно сходить. Что там? Вот туда вот. Посмотрим, будет силы, схожу. Комары просто одолевают. Ладно, пойду варить макароны. Что еще делать? Такие тут дебри. Sen göklerde dalgalan, çıksın benim avazım. Ol beyazım beyazım, türküm elimde sazım. Sen göklerde dalgalan,